Привет, друзья! Клава Кока – самая разноплановая артистка лейбла Black Star, успешно совмещающая в себе артиста, музыканта, видеоблогера и ведущую. Клава не стесняется выражать мысли посредством музыки и раскрывать актуальные темы современных девушек. Песни артистки иронично обыгрывают серьезные отношения с применением провокационных хуков, обыгрыванием неприличных слов. Как блогер, Клава Кока привлекает аудиторию именно тем, что открыто рассказывает о своей жизни, находится в актуальной тусовке персонажей Instagram, YouTube и TikTok. Любого фаната рано или поздно начинают интересовать вопросы, связанные с личной жизнью обожаемого артиста. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Клава Кока, сколько зарабатывает и на что тратит свои миллионы. Клава Высокова, Кока – сценический псевдоним, родилась в Екатеринбурге 23 июля 1996 года. Когда Клаве было 4 года, родители привели ее в джаз-хор Свердловской детской филармонии, где она занималась по 2-3 часа 3 раза в неделю. Коллектив исполнял песни на английском и гастролировал по Европе. За 9 лет Клава побывала в Германии, Польше, Чехии и Франции. Параллельно училась в музыкальной школе по классу фортепиано. В 2008-м на канале СТС стартовал сериал «Ранетки», сюжет которого строится вокруг компании-школьниц, которые создали успешную музыкальную группу. Клава настолько увлеклась сериалом, что освоила еще 6 инструментов – электрическую, акустическую и бас-гитару, барабаны и флейту, чтобы заменить любую из участниц «Ранеток», если вдруг представится случай. Когда Клаве было 13, семья переехала в Москву. Отец нашел работу риэлтором в столице. Здесь Кока создала несколько музыкальных групп, в составе которых выступала в барах и на улицах, играя рок и даже трэш-метал. Певица признается, что искала любую возможность быть услышанной и ходила на всевозможные кастинги и телешоу. Например, она снималась в массовке судебных шоу, где играла заключенных малолеток, а в других передачах выступала в роли зрителя и хлопала громче всех, чтобы побольше показали на экране. Прорваться на эстраду Клава пыталась и через песенные шоу «Я артист», «Фактор А» и «X-Factor. Главная сцена 2», которые транслировались на федеральных каналах. Но вместо билета на большую сцену получила порцию советов от маститых членов жюри забыть о карьере певицы. Но Клава не воспринимала критику близко к сердцу. «Я поняла, что музыка – это то, что я хочу делать, и вообще без разницы, кто что говорит. Даже когда ты приходишь и тебе уже в 100-й раз отказывают, ты все равно на следующий день просыпаешься и говоришь: «Я хочу это делать». В 19 лет на собственные накопления известно, что Клава раздавала рекламные листовки, расклеивала объявления, продавала сим-карты возле вокзала. Она записала дебютный альбом «Кусто», несколько песен в стиле кантри-поп, который выложила на YouTube и в iTunes. В 2015-м она думала о том, чтобы бросить все и попытать счастья в Египте. Ей предложили контракт бэк-вокалистки на экскурсионном корабле. Но за несколько дней до отъезда Кока на удачу сходила на очередной кастинг «Молодая кровь», который проводил Black Star совместно с СТС. Лейбл Тимати и его партнеров, по словам Коки, был тогда на наилютейшем хайпе. Но она не собиралась подстраиваться под R&B формат резидентов Black Star и эксплуатировала все тот же образ кантри-певицы. По словам Клавы, по условиям договора лейбл получил патент на ее сценическое имя. Авторские права на композиции также принадлежат Black Star. В свою очередь, компания предоставляет артистские ресурсы для записи песен, съемок клипов, помогает с продвижением и организацией концертов. Клава продолжала самостоятельно писать песни и режиссировать клипы, но ролики набирали не больше нескольких сотен просмотров. В 2016-м она впервые поучаствовала в коллаборации со звездой, и не с кем-то, а с Ольгой Бузовой. Звезда «Дома-2» хотела сделать сюрприз своему тогда еще супругу, футболисту Дмитрию Тарасову, записав романтичную песню. Идеей она поделилась с подругой, арт-директором Клавы. Так и возник творческий союз. Композиция «Если» стала первой песней Бузовой и дала старт ее сольной карьере. Карьера Коки тем временем развивалась вяло. Бывали вспышки вроде песни «Я устала». В съемках клипа поучаствовали резиденты Black Star Егор Крид и Натан, а также блогеры Марьяна Ро и Дмитрий Масленников. Но даже такие локальные хиты Клавы не попадали на радио и ТВ. Клава снялась в 11 выпусках «Орла и решки», но поняла, что совмещать карьеру телеведущей и певицы не получится. И продолжила работать с каналом в другом формате. Написала саундтрек к «Орлу и решке», а также к шоу «Пацанки». Разносторонние активности Коки привели к тому, что ее знали больше как блогера и телеведущую, нежели как певицу. В 2018-м она даже думала о том, чтобы завершить музыкальную карьеру и остановиться на видеоблогинге.
Прорыв в музыкальной карьере случился в конце июня 2019-го, когда Клава выпустила песню с автобиографическим подтекстом «Влюблена в МДК». Трек заметно отличался от того, что Кока делала раньше. На смену девочке-ангелочку со спокойными гитарными мелодиями и длинными русыми волосами пришла дерзкая блондинка, называющая вещи своими именами. Касаемо визуального стиля, я и раньше Клаве накидывал свое видение, но она была не готова к взрослению, вспоминает Курьянов. По его словам, изменить имидж в одежде помогла младшая сестра Клавы Лада, которую Кока привлекала в качестве личного стилиста. Так появился сформированный образ, который усилил музыкальную линию, заключает Пашу. Кока выучила язык TikTok и начала заигрывать с нецензурной лексикой в текстах и не прогадала. Теперь ее клипы стабильно набирают десятки миллионов просмотров, а синглы со смелыми текстами занимают первые места, принося миллионные отчисления и крупные рекламные контракты. После смены имиджа карьера пошла в гору. Несмотря на замаскированную в текстах нецензурную лексику, песни стали брать на радио и телеканалы. В 2020-м Кока продолжила победное шествие по YouTube. Композиции «Покинула чат», «Бабы», «Краш» укрепили ее позиции поп-открытия. Еще одним драйвером роста популярности Коки стал TikTok, который певица начала активно осваивать с февраля 2020 года. Она начала самостоятельно снимать и выкладывать ролики каждый день. Клава Кока стала одним из первых российских артистов, пришедших в TikTok. Вероятно, она снискала популярность своей искренностью и близостью к аудитории. Локдаун из-за пандемии почти не сказался на бизнесе Коки, уверяет она. Соцсети – моя защита, мой инструмент общения с аудиторией. На смену запланированным офлайн-мероприятиям пришли онлайн-выступления. На ее YouTube-канале, в TikTok-аккаунте, а также концерты, организованные ВКонтакте, МТС, Пятерочкой и другими брендами. По оценкам продюсеров, концерты, корпоративы и роялти от стриминга могли принести Клаве около 40 миллионов рублей в 2020 году и около 15 миллионов в первой половине 2021 года. Еще одна существенная статья доходов Клавы – реклама. Разовая реклама на YouTube-канале у Коки обойдется в 495 тысяч рублей. Интеграция в клип – 700 тысяч. Пост с фото в Instagram будет стоить 440 тысяч рублей, с видео – 605 тысяч. Краткосрочные рекламные контракты с артисткой заключили сети L'Etoile и Подружка, а также косметический бренд Maybelline. Долгосрочный контракт с Кокой на год обойдется брендом в сумму порядка 10 миллионов рублей. Судя по активностям в Instagram, Клава подписала длительные контракты с Huawei, ритейлерами Пятерочка и Магнит, а также с брендом здорового попкорна Holy Corn. Финансовые результаты работы ни Кока, ни представители Black Star не комментируют. По оценке экспертов, совокупный доход Коки за вычетом процента лейбла может составлять от 90 миллионов до 140 миллионов рублей. Клава очень хорошо зарабатывает. Знаю, что она купила квартиру своей мечты в Москве. Думаю, если дальше будет так выкладываться, то ни она, ни вся ее семья не будут себе ни в чем отказывать, говорит Пашу. Певица копила на недвижимость с 16 лет и приобрела жилье не в ипотеку в 2020 году. Первой накопленной суммой стали 10 тысяч долларов. Я поменяла их в доллары, завязала, спрятала, поделилась Кока. Почти 5 лет назад артистка отложила на жилье еще 30 тысяч долларов. По словам певицы, квартира с окнами от пола до потолка находится в центре столицы, в пределах третьего транспортного кольца. Из комнат открывается вид на реку. Известно, что Кока сделала папе роскошный подарок. В честь юбилея она подарила родителю новую Toyota Camry. От такого поздравления Вадим Высоков не смог сдержать слез. Он явно не ожидал сюрприза к своему 55-летию. Подарила папе машину на день рождения, исполнила его мечту, да и свою тоже. Его реакция бесценна «Люблю тебя», написала Кока в своем Instagram. А уже через полгода певица купила автомобиль себе. На этот раз покупка оказалась намного дороже. Первой машиной Коки стал Mercedes Maybach за 10 миллионов рублей. Поклонники задаются вопросами, есть ли у певицы муж, встречается ли она с кем-нибудь и кто скрывается в личной жизни Клавы Коки. До недавних пор об отношениях Клавы не было известно совершенно ничего. Но в 2017 году певица выпустила очередной клип, в этот раз на песню «Прости», в котором показала наконец зрителю человека, с которым встречалась на тот момент уже целых 5 лет. Им оказался молодой парень Дмитрий Курышкин, который был старше своей Клавы всего на 1,5 года. Дмитрий постоянно сопровождал Клавдию на концертах и часто мелькал в ее публикациях. После признания в фанатах еще больше укрепилась вера, что пара будет вместе навсегда. Напротив, в конце осени 2018 года блогер потрясла фанатов новостью о расставании с возлюбленным. Вскоре после неудачного романа девушка познакомилась с кумиром миллионов, первым холостяком России, обаятельным и привлекательным Егором Кридом.
До сих пор нет официального подтверждения отношений исполнителей. Уже давно в сети ходят слухи об их романе и разрыве, ведь любые сплетни на чем-то основаны. В инстаграме Клавдии появлялись фото с популярным певцом, на которых фанаты увидели слишком тесные и нежные отношения знаменитостей. Поклонники с нетерпением ждали продолжения, но все закончилось так же резко, как и началось. В сети ходят слухи о романе Клавы Коки с ее другом-блогером, известным охотником за привидениями Димой Масленниковым. Ребята знакомы давно и дружат не один год, периодически снимают вместе видео и появляются на публике. Дмитрий посещает концерты певицы, поддерживает ее и поднимает настроение. Хотя никаких официальных подтверждений пока нет, зрители надеются, что оказались правы. Зимой 2021 года стало известно, что девушка уже 1,5 года встречается со знаменитым блогером Дмитрием Гордеем. В начале года пара отправилась в путешествие, о чем свидетельствовали фотографии в аккаунтах обоих молодых людей. В начале июля 2021 года блогер сообщил подписчикам, что они больше не вместе. Из сообщения было понятно, что он тяжело переживает расставание. В биографии Клавы Коки на сегодняшний день есть один невыясненный вопрос – что происходит с ее личными отношениями. Достоверно известно только то, что певица не замужем, детей не имеет. Остальное является тайной, покрытой мраком. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои предложения оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока!